Давай, Сонь. Вспомни нашу поездку на Джеджу. Поездка на Джеджу возвращает вас в 89-й год. На Джеджу все выглядит как в этнографическом музее рядом с Кёнбокуном, где выставлен такой бутафорский город 80-х. Вот точно так же все выглядит на Джеджу, особенно в маленьких деревнях, типа той, где мы жили. Купаться в Корее нельзя. Нет, купаться можно, но плавать нельзя. Где-то в районе, 3 метров от берега, если там глубоко, и 100 метров от берега, если ты идешь все это время по колено, стоит чувак со свистком и свистит на тебя, как только ты к нему подходишь. Даже если там куда-то ты к нему подходишь, глубина по пояс. Как проходят съемки Насти в море? Да, чтобы всем было понятно, Настя сидит на коленках. Настя, встань в полный рост. Да, потому что наше море полное Г. В общем, сами корейцы не плавают, наверное, плавать не умеют, они просто плещутся. И если спросить у них, что они делают на море, они скажут, что они едут на море плескаться. А плавать можно и в бассейне. И вообще нужно в бассейне. Это цитата. И поэтому для любителей заплыть брасом 300 метров в открытое море Джеджу, конечно, не подходит. Мы вот хотели сплавать на остров, который было прямо видно, и он был прямо вот рядом, но нет. Зато море теплое, в нем приятно плескаться, в него не страшно заходить, и можно в нем даже стоять 3 часа и не замерзнуть. Потом можно сгореть, как это сделали мы. Поэтому рекомендуется пользоваться санскрином хотя бы 50, а лучше 100. Наверное, поэтому все корейцы купаются в одежде. То есть совсем в одежде. То есть они купаются в одежде, которая больше, чем та одежда, в которой они ходят по городу. Лучше всего ехать на Джеджу со своей машиной, с арендованной машиной, с другом корейцем, который водит машину, с $1 000 000, чтобы ездить, кажется, время на такси. В общем, не пешком. Потому что пешком вы никуда не попадете. Туристических автобусов, каких-то экскурсий, как в любом русском курорте, европейском, в общем-то, курорте тоже тут нет. То есть пойти, найти ларек и купить себе экскурсию, там 5 лучших мест Джеджу у вас не получится. Обычные рейсовые автобусы ходят в лучшем случае раз в полчаса, в худшем случае раз в 2 часа. В самом худшем случае 5 раз в день, а подгадать почти невозможно. И поэтому очень часто, чтобы доехать из одной точки острова в другую, требуется больше времени, чем чтобы прилететь на остров из Сеула. И на самом деле, хотя корейцы утверждают, что на острове огромное количество достопримечательностей, на самом деле это не так, вообще нет. То есть там есть вот эта вот, гора, Хвасан, на которую мы не попали, потому что до нее невозможно доехать на автобусе. Но на нее, конечно, нужно лезть весной, осенью, зимой, когда угодно, только не в 35-градусную жару. Потом есть еще один вулкан Ильчульбонг, который, кстати, показывается на всех картинках про Джеджу. Но, во-первых, лезть на него тоже не стоит в 30-градусную жару, а во-вторых, вы поднимаетесь по лестнице, и вы спускаетесь по лестнице, и вас окружает 1000 китайцев. Удивительный, новый, ни разу не изведанный опыт. И в то же время на Джеджу много аттракционов для туристов, то есть именно не достопримечательностей в нашем понимании этого слова, а таких аттракционов, вроде каких-то представлений, непонятных музеев, типа музея электричества, музея да Винчи, музея современного искусства, музея чая, парка любви. И таких вещей. Многие из них, в принципе, интересны, и их прикольно посетить. Познавательная ценность слаба. Мы посетили, конечно же, парк любви, который называется Loveland, где представлено множество скульптур, посвященных, так сказать, физическому аспекту любви. С детьми заходить не стоит. Но на самом деле для взрослых это очень смешно. Можно сделать массу упоротых фотографий, например, вот здесь они где-нибудь будут вокруг меня летать сейчас, когда я это редактирую, вот здесь или вот здесь. Мы посетили так называемый
Зейма Парк, или по-корейски Дома Пак, даже не спрашивайте. Это лошадиный такой парк, в котором можно посмотреть выступления условных корейских джигитов. Они показывают очень забавные костюмированные представления, в котором прыгают по всякому разному с лошадей на лошадей, скачут на скакалке прямо на крупе несчастной лошади и танцуют на ней же Gangnam Style. Но все это очень забавно и вполне стоит своих денег. В конях можно замечательно еще покататься. Можно покататься 100 метров за 1500 рублей, 300 метров за 3000 рублей и километр за 5000 рублей. По-моему, это такой развод, это, наверное, самый большой развод, который я видела в своей жизни. Ну ладно, после того, как таксист в Сеуле сказал нам, что проехать 5 километров будет стоить 40 000 вон. На этом наши удивительные посещения закончились, потому что мы были на автобусе. Зато мы еще сплавали на остров Марадо. Это такой маленький кусочек скалы, который торчит из моря где-то, может быть, километров 10 от берега. Обойти его весь можно минут за 25. Ну и на самом деле там ничего нет, кроме стрекоз размером с руку, ну в смысле, ладно, с ладонь, которые летают везде и норовят врезаться в тебя, чем очень смущают. И каких-то непонятных морских мокрицеров, тоже размером, наверное, с палец. Вот этого там добра достаточно. Но заодно там можно как-то, не знаю, погулять, сгореть, насладиться травкой, сделать несколько красивых фотографий на фоне зеленой травки и голубого неба, как вот эти фотографии. Или, может быть, вот эти фотографии. Мы насняли там видео, которое мы можем немножечко посмотреть. Мы на самой южной точке Кореи, здесь, вот. Мне кажется, нельзя ходить людям, и мы поступаем как последнее говно. Вон там, кстати, видно наш корабль, на котором мы... нет, вон видно вид. Я не буду скрывать, что Джеджу это красивый остров, и на нем есть красивые пейзажи и красивые места, на которые приятно смотреть. Но, если честно, я бы рекомендовала ехать в Крым. Но зато из плюсов Диаспоримус до Джеджу очень легко добраться. Самолеты летают чуть ли не каждые 15, если не 10 минут, особенно сейчас в сезон. Мы решили, что это такси, или может быть маршрутка. Полет занимает минут, может быть, 40, то есть самолет взлетает, там дают попить, и самолет садится. И стоит это все относительно дешево. Мы заплатили, наверное, 70 000 вон с человека в одну сторону, то ли это около 4500 рублей. Ничего критичного, особенно в сезон. Единственное, что совершенно непонятно, это куда же, черт побери, деваются все эти люди, которые тысячами и тысячами валят на Джеджу, потому что в нашей деревне не было вообще никого. Меня лично впечатляет безлюдность этого пляжа. Посмотрите, дорогие зрители. Никого. Мне кажется, даже если прийти на пляж на Черное море в 4 часа утра, там все равно кто-нибудь-то будет. Сейчас 9. Никого. Мы жили недалеко от пляжа Уче. Это в районе города Халим. И вот серьезно, там просто никого не было. Ты выходишь на улицу в любое время дня и не видишь никого. В нашем отеле жило, ну, может быть, человек 10, при том, что это трехэтажный отель, там, ну, наверное, не меньше, чем с 30 номерами. На пляже, конечно, люди были, но не в таких количествах, как обычно показывают на корейских, когда говорят о корейских разных пляжах. Это вам не Пусан. Вот такой вот рассказик про Джеджу. Такие дела.